Евгений, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могли бы вы подойти? А куда подойти? Я вас жду вот на адресе. А куда подойти, не очень понял. К третьему подъезду. Прошу вас встретить меня, пожалуйста. Ничего не очень понял. А зачем? У вас что-то отнести надо, что ли, или что? Да при чем здесь отнести? Мне просто надо, чтобы вы подошли, меня встретили. Это сложно, что ли? Ну, вообще-то у нас нет такой услуги в Яндекс.Такси, приходите. То есть просто объясните, что нужно-то, я что-то не очень понимаю. О, господи. Ну, давайте что? Я сама подойду, мы больше будем разговаривать просто. Ну, хорошо, давайте. Давайте. Что за бред вообще? О, дай мне Бог сил, здоровья и терпения. И стрессоустойчивости, и $1 000 000. Здравствуйте, Добрый садитесь. день. А что, так сложно было встретить? Не, просто я смотрю, у вас ни тяжелого ничего, ни на костылях. А что нужно-то было? А откуда вы знаете, есть тяжелые или нет? Ну, я же вас спросил просто, ну, часто я понимаю, что нет. Это что, трудно было сказать, что вам нужно? Я просто попросила вас как джентльмена, чтобы вы меня встретили. Так я же говорю, нет такой услуги. Вы объясните на словах, что у вас там случилось, там, я не знаю, ну, это же не сложно, я так понимаю. У вас Московское шоссе, правильно? Да, все верно. Пристегнетесь? Да. Конечно, пристегнусь. Ну, хорошо. Просто вы бы сказали, ну, словами нормально, я бы, соответствующим образом отреагировал. А то вы говорите, ну, я не знаю, может, там ограбите сейчас, ключи отнимите, машину угоните. Я же не знаю, что у вас на уме. Вы так говорите, может, это замануха какая-то. Приятный женский голос в итоге, а там какой-то перформанс, который мне не понравится. Вот видите, вы улыбаетесь. Господи, это не так. Не так. Это все не так. Ну, а как? Все намного красочнее, чем вы себе представляете. Я вообще себе никак не представляю, я просто пытаюсь избежать всяких моментов нехороших. Да просто так получилось. Блин, вы уже интриги столько на это самое, что у меня уже мне подарили очень дорогой интересно. подарок. Так. И я хотела бы, естественно, чтобы вы меня встретили. Подошли и встретили. И мне подарить подарок? Да нет, конечно, подарки не передаривают. Серьезно? Вы не знаете об этом? Ну, не знаю, я передарил иногда. Я так не делаю. Тем более это дорогой Так, а подарок что это за... от Что? Я ничего не любимого понимаю. человека. А, ну, и? Ну, подарил мне подарочек хорошенький. Так, Часики неплохие. так. Вот. Теперь я попросила встретить, потому что мало ли, что в наше время все-таки все может быть, всякие разные ситуации. Страшновато пока выходить с такими часами на улицу, поэтому я попросила вас встретить меня. А что, нельзя было сказать по телефону? Ну, слушайте, я же всем тоже по телефону не буду рассказывать. А, то есть здесь вы боитесь, что я встречу и заберу часы, и они поедут по адресу без вас, что ли? Да нет, Блин, ну мало ли, я же не видела вас. Я не видела, кто вы, что вы. Сейчас я вас увидела. А, то есть я подошел бы, если бы вы меня оценили бы достойным для этой информации, вы бы сказали, вы знаете, у меня такая вот ситуация, да, теперь у меня... Это чисто женская логика, я честно могу сказать. Я же еще и блондинка. Еще и блондинка. Ну, видите, вы сами себе дали правильную, наверное, оценку. Ну, у каждого свое, согласитесь. Вот если бы вы мне сказали, я бы, конечно же, мило улыбнулся бы в душе, но, конечно же, помог. Потому что я в этом плане джентльмен. Но когда иди туда, не зная куда, и потом я говорю, ты стоишь в одних трусах без ключей от машины и без всего, и думаешь такое, зачем я пошел? Вот. Я, кстати, об этом не подумала. У меня не было такого. Вот видите, вы, главное, мне теперь скажем так, вот на всех этих моментах не ставьте, пожалуйста, негативный отзыв, да, и плохую оценку. Потому что все-таки, как мы выяснили, если бы вы все сказали, я бы обязательно отреагировал. Вы бы помогли. То есть я не плохой человек, не плохой таксист, я очень хороший. Очень хороший. И очень завидую вам по-хорошему, что у вас есть такой мужчина, который дарит вам дорогие подарки. Ну, слушайте, машина-то у вас неплохая.
для работы Блин, в такси. хотел прибедниться чуть-чуть, но, видимо, как-то не в той тачке, да, не получилось. Ну, Вообще не получилось. ну, тогда не буду прибеднить. Значит, нам всем повезло. Вы с часами, а я с машиной. Видите, как здорово. Слушайте, ну Так. хорошо, работаете вы в такой, Чего? в такси, на таком Чего? дорогом автомобиле, согласитесь? Ну, видите, вы можете позволить себе дорогие Не часы, накладно? а я могу позволить себе дорогой автомобиль. Не накладно в плане... Обслуживание, бензин. Вы имеете в виду, Расходов. да, стоит ли игра свеч? Да. Машину купил недавно. Как раз заодно и проверю. Да? Стоит игра свеч А не или хотите нет. спуститься, так скажем, с небес на землю и взять что-нибудь попроще для этого? Мне сейчас показалось, вы сейчас все-таки вот эта история про отъем ключей машины, сейчас она, блин, типа, а не хотите спуститься на землю? Остановите вот здесь, сейчас люди подъедут, да, и как бы вас немножко разгрузят на лакшери. Не такая же. Не такая же. Нет, конечно. А что? Ну, не хочу, я не знаю. А вы с какой целью интересуетесь? Какие-то вопросы задаете очень странные для девушки, которая... Девушка, во-первых, и блондинка. То есть Ага. вы... Во-вторых, она интересуется в сфере такси. Ну да, типа, почему это все происходит? С какой целью вы интересуетесь? Ну, слушайте. Пока не отвечу на ваш вопрос. Хочу, Пока не не хочу. ответите. Пока не отвечу. Ой, я бы, может быть, вам хотела предложить. Я сама работаю в сфере Так. продажи автомобиля под такси. Видимо, вы продажник не по сути, а от рождения, раз вы садитесь и уже начинаете про эту историю рассказывать. И это, на самом деле, неплохая черта, видимо, Да? что позволяет вам иметь мужчин, которые имеют средства для покупки вам дорогих часов. А что, может. вы в такси работаете? Я сама в такси не работаю. Я работаю в автосалоне. Так, Мы продаем автомобили, так. готовим их для продажи, Так. для покупателя, для работы в такси. То есть мы делаем брендирование, мы делаем лицензию, там ОСАГО под такси, КАСКО под такси. Все, готовим автомобиль к работе, чтобы клиент выехал и поехал зарабатывать свои деньги. То есть это прям узкопрофильная получается, да, у вас история? То есть я приезжаю, забираю тачку готовую под такси и работаю, правильно? С Ну полным да. комплексом услуг. Вы можете приехать с наличкой, Так. а можете оформить кредит без первоначального взноса. У меня доверительное лицо? Или это для всех такой лакшери? Для всех. Я думал, Такое. сейчас вы скажете, для вас спецусловия. Вы можете забрать машину без первого начального взноса. Для всех. То есть вы хотите меня... вот это у вас задумка. То есть вы хотите, чтобы я слез с танка, залез на что-нибудь... более отвечающая бизнес-модели, да, то есть Можно, да, конечно. дохода и затратной части, и Соотношение. Да, и ездил на танке только по выходным в свое удовольствие, а работал на чем-то более бюджетном и более правильном, что называется. Да. Блин, Именно вы этот вариант я вам предлагаю, если честно. во-первых, молодец, что вы понимаете, какие нужды и вообще запросы и необходимости у трудящихся в такси. Это приятно. Вы прям на своем месте, видимо, находитесь. Возможно. Вы знаете, на самом деле, наверное, я об этом точно должен был задуматься. Конечно же, этот автомобиль не для того, чтобы работать в такси, да, это понятно. Просто у меня есть вот такое настроение, такая вот потребность, и я вот ее исполняю. Но вы, на самом деле, недалеки от истины, потому что, да, мне нужен автомобиль попроще для того, чтобы в том числе катать эконом-тарифы, а на такой машине катать людей за 270 рублей, да, это... нерентабельно. Ну, да, я скажу так. Поэтому я, наверное... надо задуматься, во-первых. Мы сейчас куда едем? К вам? Мы сейчас как раз ко мне на работу едем. Серьезно? Да. Так. Не хотите ли вы прогуляться? Выйти из своего шикарного автомобиля И опять поработать охранником, не сработавшим, да? Чтобы с вами ничего Да не случилось. обязательно. Вы будете рядом, конечно, это будет приятно, это будет надежно. Так. Но можно совместить приятное с полезным, посмотреть как раз автомобили. Можно рассчитать условия, Так. на которых вы можете приобрести автомобиль. Вдруг на самом деле вы завтра проснетесь и поймете, что да. Это то, что мне надо? Это то, что вам надо. Я вас также угощу кофе с эклерами. Шоколадными. Это
опять же, Так, вот здесь я должен спросить, это только для меня или вы всем потенциальным Кофе для клиентам? всех. А эклеры только для избранных. Эклеры только для вас, потому что вы... Такой какой? Какой? Ну какой? Веселый. То есть нынче вот такой бартер. Я вам веселье, вы мне эклеры. Конечно. Хорошее настроение, оно всегда ценится. Ну вы на самом деле прямо... Вот вы прям умеете приманить, что называется, не только товаром, но и сервисом, видимо. Так что... Слушайте, надо на самом везде деле... успевать, мне кажется. Да, очень пасмурно. И батарейка немножко садится, поэтому от кофе я бы, тем более в вашей компании, не отказался. Единственное, знаете, я вот... на такую машину в такси тяжело зарабатывать. Я там чуть-чуть блогерствую. Есть такое, не спрашивайте. Я могу поснимать чуть-чуть тогда? Интересно очень даже. А почему нет? Да, Пожалуйста. Точно? То есть нет такой темы, что типа нельзя, не снимайте. Нет, такого нет. У нас нету никаких ограничений по ситуаций, съемке, чтобы мы могли нам было стыдно за свое дело. Так что, пожалуйста. Но выглядите вы очень хорошо. Да? Да. Спасибо. То есть вот у вас хочется купить. Да. И хочется из ваших рук взять кофе с эклерами. Да, с удовольствием. Да, с удовольствием. Блин, ладно, хорошо. А есть что посмотреть, да, сейчас из наличия автомобилей? Есть автомобили Комфорт Плюс, Комфорт и Эконом. Вы прямо сели туда, куда нужно. Все, что вы хотите из автомобилей. Давайте, хорошо, что мы подъезжаем, а 3 минуты осталось. Сейчас тогда посмотрим, как заходит кофе и... И кредит? И кредит. А у меня только 2 варианта, налик и кредит, да? Лизинг. Еще Можно лизинг. рассмотреть лизинг, если у вас есть ИП. Есть. Либо ООО. ИП есть. Пожалуйста. Сколько действует ИП? Секретик. Секретик? Больше года. Отлично. Подходите. Подхожу? Да. Блин, все-таки приятно думать, что, наверное, это какой-то эксклюзив. Но я понимаю, что, наверное, скорее всего, нет. Но буду думать, что именно такое. Думайте всегда о хорошем. Я всегда только о хорошем думаю. И думать надо только о хорошем. И все хорошее будет у вас. Хорошо. И с вами. Отлично. Подскажете здесь, где вам Да, там? конечно. Да. Остановиться можно перед знаком Лукойл. Перед стойкой вот этой? Да. Перед ей? Перед. Прям максимально. Сейчас поездку закрою, у вас без ног. Так, все, давайте тогда, как я сказал, я поснимаю чуть-чуть. Вот. Пойдемте? Пойдемте. Так, а вы знаете, вы так не сказали мне, как вас зовут. А меня зовут Анастасия. А меня зовут Евгений. Очень приятно. Лучше поздно, чем никогда. Ну, показывайте. Показывайте Наше владение? ваши владения, да. Так, а как вы называетесь? АФС. Вот ваша вывеска, да? АФС автосалон. Нарядненько. Я Евгений. Видите, я вам помог, и с вами ничего не случилось. Да. Так. Так, смотрите. Мы здесь занимаемся оформлением автомобиля, как кредит, так и наличку. Так, да, и лизинг еще, Лизинг. если у меня есть ИПшечка. Да, либо ОШечка. Либо ОШечка. Да. Можем подобрать любой автомобиль, который вы хотите, который вам нравится, или вдруг вы что-то особенное еще захотели, кроме танка. Пожалуйста. На данный момент у нас здесь есть Atlas, FAV, Exit,
Алсвин и М-Грант. А пойдемте посмотрим. Пойдемте. Пойдемте. А с какой? Вам очень идет этот салон. Он вам к лицу. Или вы к лицу салона. Да? Да. Это хорошо. Ну, С какой? блин. С однозначно? Ну, давайте, да. Давайте. Он же у нас в Каплюсе, да? В Каплюсе. Точно, точно, Автомобиль блин. В Каплюсе 24-го года. Да. Ну, красивенький, нарядненький. Мне, кстати, нравится эта модель. Но они очень надежные. Они надежные, да, правда. Очень хорошие, они довольно вместительные. И по характеристикам они довольно неплохие. Причем я и сидел за рулем этого автомобиля, и как пассажир в такси часто на нем передвигаюсь, потому что в приоритете у меня К+, либо бизнес. Ну, сам, когда я езжу. В экономии я езжу крайне редко, в основном из тех мест, куда не приезжает больше никакой тариф. Ну, продолжайте, не буду про себя. Что? Мне, да, вот это, кстати, вот эта мне модель не знакома, честно могу сказать. Ничего не знаю, но выглядит очень неплохо. Мощно. Мощно выглядит. Такой отголосок Kia K5, да, по фарам? Ну, Похож. Акула такая, да? Да, Побольше, но он помощнее. тоже в К+, да, проходит? Он в К+, да. Можно открою? Да, конечно. Блин, прикольно. Салон большой. Здорово. А вы обклеиваете машину? Мы обклеиваем автомобили. И Так. если автомобиль, например, как М-Грант, другого отличного от белого цвета, Так. белые и желтые полосы также клеим. Делаете. Ну, то есть у вас прям, ну вот реально, то есть я пришел, все оформил, забрал тачку и прямо вот отсюда поставил, что я на линии. На учет поставили, Ну, сделали лицензию, Хорошо. и вы на линии. Да, давайте так. Давайте. Да. Что-то я вперед побежал паровоза. Просто очень хочу зарабатывать деньги, понимаете? Любите. Люблю деньги, люблю зарабатывать. Кто их не любит? Да, а в такси сейчас, между прочим, что греха таить, возможности по заработку очень неплохие и очень конкурентоспособные. Правда. Это правда. И клиенты говорят, что... Я вам больше могу сказать, сейчас открыть такую немножко тайну. У меня есть свой таксопарк. Он виртуальный, там нет физических машин. Вот, но я очень близок к тому, чтобы открыть свой физический таксопарк и начать набирать машины. И если мы с вами договоримся, Договоримся. то я могу начать именно с вашего автосалона и взять себе несколько автомобилей для того, чтобы посадить на них водителей. Да, без проблем. Да, Можно обсудить условия, если, так скажем, будет оптовая да. Закупка? покупка автомобиля, то без проблем договоримся о скидках, о кофе. И о кофе. И о Кстати, кофе. мне прямо напоминает что-то о том, что я пришел сюда за сладеньким, а отвлекся на вот эту прелесть. Я очень люблю автомобили, тачки, все, что с ними связано. И я бы на самом деле вот на этой бы хотел прокатиться. И я думаю, что я выключу камеру и после кофе попробую вас уговорить на какой-нибудь тест-драйв. Без проблем. Спасибо вам большое. Всего доброго. Да, пока-пока. Это я для своих зрителей, а вы готовите мне кофе. Пошли. Ох, это был лучший эклер в моей жизни. Да. Так, ну ладно. Друзья мои, не стесняйтесь общаться с людьми в ваших автомобилях, такси, да и вообще в жизни. Очень нужно много полезных связей заиметь. И вот сейчас я вам могу сказать, это прямо очень большой повод для размышления. Я прямо сейчас поеду, пока мы пили кофе, ели эклеры. Очень, кстати, вкусные. Спасибо, Анастасия, вам за это. Мы набросали небольшой бизнес-план по поводу автомобилей, которые могли бы занять свое место в моем таксопарке. Вот. И мне скинут финальное коммерческое предложение в ближайшее время. И я его прям буду очень рассматривать, потому что я, на самом деле, сам по себе такой человек, что, ну, многие там экономят, да, делают что-то своими руками, потом там... даже на примере здесь берут тачку и вот начинают все эти круги ада проходить, да, там, для того, чтобы ее подготовить к работе в такси. А здесь я забрал, уже готовое, поставил на номера и поехал косить капусту, то, что сделаю сейчас я. После вот этих вот бодрых, вообще я выпил кофе, у меня сейчас бодряк вообще нормальный. Мы поедем, мы помчимся, заработаем свои миллионы, и будет нам... счастья. Всего хорошего. И не
стесняйтесь расти, не стесняйтесь продвигаться и в своей профессии, и вообще, если вы в такси, welcome. Координаты, кстати, этого салона, если что, я без стеснения оставлю в описании. Так что welcome, как говорится. Пока-пока.